Отлично. Да? Супер. Всем привет! Сегодняшнее видео будет очень необычным, потому что сегодня мы будем вместе говорить о жизни в Бишкеке, так как я прожила здесь практически всю свою жизнь. Ника здесь уже 3 года, да? И сегодня мы возьмем у него небольшое интервью, спросим, каково это жить в постсоветской стране, жить в Кыргызстане, как тебе нравится жить в Бишкеке и каково тебе встречаться с русской женщиной. Первый вопрос, что вообще тебя заставило сюда переехать? Почему ты выбрал Кыргызстан? Я выбрал Кыргызстан, потому что я хотел изучать русский язык, но не хотел поехать в Россию. Ну, просто потому что я там жил практически год, и мне не очень, поэтому решил, ну, я слышал, что это хорошее место, здесь интереснее, ну, и там, и так далее, поэтому приехал. Хорошо, в сравнении с Россией, как бы ты видишь какую-то разницу, например, вот ты пожил в России сколько? Ну, практически год. В Воронеже, он жил в Воронеже год. Вот. И в сравнении с Бишкеком, здесь ты живешь 3 года, какую самую большую разницу ты бы какую-то подметил для себя? Ну, думаю, что люди, потому что там погода более-менее похожая. Там очень холодно зимой, а летом тоже жарко, как здесь. Город тоже похожий, потому что там все построили после Второй мировой. И да, поэтому люди, по-моему, здесь люди намного открытые. Более открытые. И да, и добрые. Ну, конечно, русские люди тоже хорошие люди, но здесь добрее. Отличаются, да? Да. Ну вот смотри, я, например, русская, которая здесь выросла, и я себя не считаю, я себя не отношу, к примеру, к русской из России, потому что я, например, у меня был такой момент, я прожила в Москве 4 года, но мне всегда было немного сложно найти общий язык именно с местными русскими, потому что я чувствовала большую разницу между нами в культурном плане, в плане отдачи и вообще, в принципе, насколько люди более открытые здесь, чем там, потому что там как будто бы всегда стоял блок какой-то в общении, и общаться и заводить друзей там мне было намного сложнее. Вот я не знаю, как у тебя, какое у тебя в этом плане. Да, ты видишь, например, вот разницу? Да, ну, конечно, тоже. Да, мне тоже был похожий опыт, потому что например, я сам из Испании, и мы с Испанией очень отличаемся с другими странами в Европе, типа, особенно Северная Европа, потому что мы тоже намного открытые, более открытые, чем люди из Германии, из Франции, например. И тоже, по-моему, тоже здесь такая разница. Да, тоже чувствуется. Вот, например, как вот сказала Ника, он из Испании, и разница безумная с Северной Европой. Здесь то же самое, я чувствую точно такую же разницу с русскими из России, с нашими ребятами, то есть вообще абсолютно небо и земля. Что у тебя в списке самых любимых вещей про Кыргызстан? Что бы ты мог сказать? Почему ты вообще здесь 3 года уже живешь? Кто тебя здесь держит? Ну, вопросы разные, потому что если я должен выбрать, что самая любимая вещь здесь, это, конечно, ты. Ты моя милая. А если причина, типа, почему я продолжаю жить здесь, ну, может быть, самая важная причина, это что могу жить самостоятельно здесь. Например, в Европе сейчас так дорого, что даже если у тебя работа, даже хорошая работа, зарплата по сравнению с арендой, это недостаточно. Например, если у тебя в Испании, например, особенно, если у тебя есть хорошая работа, зарабатываешь, может быть, $1200, ну, это уже хорошо. Может быть, 1500. А аренда, средняя аренда, не очень хорошая квартира. 1000, что-то похожее, поэтому остается $500 за месяц. Конечно, в Европе невозможно, поэтому надо жить или с родителями, или
ну, с друзьями или что-то. А здесь могу жить, ну, жил сам, один, а сейчас с тобой. Да, Поэтому намного удобнее здесь. это правда. Потому что я заметила тоже такой момент. Все считают и все рвутся переехать в Европу, потому что у многих есть такая картинка, что там жизнь намного лучше, намного свободнее, намного по качеству жизни все просто невероятно, как такая сказка. Но реальность в том, что сейчас там очень дорого, все безумно дорогое, электроэнергия дорогая. Вообще, в принципе, очень дорого оплачивать за аренду, за счета. И в итоге с зарплаты у тебя практически ничего не остается. Ну, например, Да. коммунальные услуги здесь, это Да. что, может быть, 1000 сомов за месяц, Да. даже меньше. А сейчас в Испании это, ну, может быть, $400. $400 в месяц Безумно. просто отдать на расходы, на счета. Ну, то есть, 30% зарплаты мгм. идет в коммунальные услуги. Это просто... Ну, это ужас, Ужас. это ужас. Здесь идет просто, там, я не знаю, 3%, 5% идет на оплату коммунальных услуг. Так что да, в этом плане здесь намного комфортнее и свободнее. Мы недавно с тобой еще говорили про тот момент, вчера мы только с тобой говорили про свободу в действиях, что тебе нравится здесь, что меньше правил, чем в Европе. Да. Да, особенно потому что правила там, они не написаны, это просто правила, которые, типа, человек за человека дают, типа, с глазами. Типа, Ну, они смотрят тебе плохо, если ты что-то делаешь. Не написанные правила, скажем так. Да. И на тебя могут, да, как ты сказал, плохо посмотреть, знаете, потому что мы вчера шли по улице, и дети там... Сейчас время сирени, сезон сирени, все рвут сирень, и как бы всем окей. Но на тебя никто не посмотрит косо, если ты это будешь делать там же. Это неписанное правило, ты не можешь рвать цветы. Это так делать нельзя. Здесь же все относятся к этому нормально. И в таких мелочах как раз-таки проявляется вот эта свобода действий, которой, например, недостаточно в Европе. Хорошо, вот ты сказал, что тебе здесь идеально, что тебе здесь нравится, и все хорошо, ты здесь уже 3 года, но есть же вещи, по которым ты скучаешь, в Испании, например, которые ты бы хотел, чтобы были здесь, например. Ну, я живу в Испании, но я живу очень рядом с пляжем, Мгм. на самом юге Испании. Я, конечно, скучаю по пляжу. По пляжу, да. По пляжу. Потому что если ты там живешь, всю жизнь типа изменяет, потому что Мгм. каждый день постоянно ходишь по пляжу. По пляжу. пляжу. Мгм. И есть всегда план практически каждый день мы ходим в пляж, На пляж? Ага. на пляж. Очень удобно. Там, ну, конечно, поэтому, ну, это не... Если бы здесь был пляж, я знаю, что здесь Исику, ну, это по сравнению... Это немножко другое, потому что пляж там, на юге Испании, но это небо и земля. Здесь, например, ему слишком холодно Ну купаться. да, конечно. Потому что Ну, конечно, там, здесь вода там очень даже холодная. вода там 30 градусов, может быть 29. Не воздух, прямо вода, вода. да, вода Поэтому очень здесь Исику, не знаю, почему называется Исику, когда так холодно. горячая. Исику, значит, горячая вода или Да, что-то, да? горячая вода. Ну, как горячая вода, это еще холодно. Холодно. О, про Исику, кстати, песня. Да. Мне на Исику нравится. Мне нравится тот факт, что ты привыкаешь к воде, что она прохладная, она освежает. Если там вода как вот просто кипяток, и ты туда просто входишь, и ты сразу тебе не нужно привыкать. Здесь же она тебя прям освежает. Ну, И может это быть. очень нравится. Да, ну, кроме этого ничего не случайно. Ну, конечно, родители. По родителям. Ну, Мгм. конечно. Ну, кроме этого, ну, практически ничего. У меня здесь все. Я в футбол играю, хорошая работа. Ты. Ну, всё. Да? Всё. Супер. Что ж. А что по поводу еды, допустим, ты вот скучаешь? Вот потому что А, он часто говорит, что ему недостаточно, там, я не знаю, здесь, например, нельзя найти нормальный сыр. Это прям такая боль большая. Сыр или как хорошую колбасу какую-то, или мясные Чорисо. чорисо. Чорисо, паэлья, да. Да, испанская еда, да. Не думал об этом, потому что мне не очень важна еда вообще. Мгм. Ну да, если
говорим о еде, да, когда да, скучаю по паэлью, чорису, например, салморехо, очень вкусные. Я сам здесь готовлю, как знаешь, но ингредиенты разные здесь, поэтому тоже вкус Другой, другой, вкус да. другой, да. Но здесь, допустим, по поводу местной еды. Вот когда ты только приехал 3 года назад сюда, ты попробовал местную кухню. Как тебе? Какие у тебя были мысли по Я этому? в первых 6 месяцев я кушал лагман практически каждый день. Я влюбился в эту еду сразу, потому что каждый день кушал лагман. Лагман Да, очень вкусно. Плов тоже очень понравился. Бешбармак Такое не очень? не очень, я не знаю почему, но просто... Просто не нравится, окей. Да, плов, лагман, сам себе кушал тоже очень много. Ну и сейчас тоже. Просто когда приехал, я не был привык, сейчас уже чуть-чуть Сейчас уже привыкнете, да. А сначала, да, не знаю, я просто типа, каждый день кушал. Но еда здесь такая, она довольно тяжелая по сравнению с средиземноморской едой. Еда здесь, конечно, тяжеловата, потому что это тесто и мясо везде. То есть это разные композиции теста и мяса. Если там у нас больше морепродуктов, овощей, фруктов, здесь все очень стандартно. Вот, но очень интересный факт, он еще ни разу не пробовал тан. Ты не пробовал ни разу тан? Чичалап. Тан — это напиток национальный. Ты пробовал? Нет, Кумыс ты пробовал? И как тебе? Просто не привык, я не ожидал, я думал, что, это как молоко. Это не как молоко, это очень разное. Нет. Но это такое, кстати, я пробовала кумыс только один раз. Это было давным-давно, я уже не помню особо, какой он на вкус, поэтому можем тоже попробовать вместе снова. Сейчас мы с вами пойдем немножко погуляем по Бишкеку и найдем эджеши, которые продают тан и чалап, и попробуем с ним. Посмотрим, что ты скажешь об этом. А вот это тоже мне очень нравится. Что? Вещь здесь, в Кыргызстане, это что? Это слово байке, еджи. Эджи. Потому что когда я был в России, я не знал, как зовут типа люди, которые типа не знаю, как по обращаться улице, к да, людям, как обращаться, да. Ага. Потому что я типа господин, это слишком Ну типа, нельзя, формально. да, по-русски нельзя. А что, сэр, никто не Сэр. использует, да. Поэтому, а здесь, байке, эджи, это очень Эджи, да. удобно. В России такого нет, к примеру. Ты не можешь сказать там, женщина. Но это как будто бы немного грубо звучит. А здесь мы, да, используем эджи, байке постоянно, и это упрощает жизнь немножечко. Вот он, наш самый главный патриот страны. Скажи что-нибудь. Вот я вижу, там тан продается. Вот он. Ты готов? Да. Надеюсь. Он не похож на кумыс, так что не переживай. Можно, пожалуйста, тан 0,2. Спасибо большое. Сейчас сначала я попробую, чтобы удостовериться, что он нормальный, вкусный. Ой, какой хороший. Такой вкусный. А я сейчас сама все выпью, знаешь? Окей, go. Вперед. Пахнет вкусно. Вкусно? Очень вкусно. Да? Ты врешь, я знаю. Но Да, это это как Что? жидкостный сыр. Жидкий сыр. Жидкий сыр. Жидкостный сыр. Окей. Не знаю, мне нравится жидкий сыр. Я не против жидкого сыра. Очень что? Салатный. Какой? Не салатный. Салатный и соленый. Соленый очень. Ну ничего, ну да, он довольно соленый, но если взять курут, например, это практически тот же самый курут, но только жидкий. Да, вот. Ему не нравится курут, ему не нравится тан. Не, очень нравится, конечно. Нет, ничего не нравится. Что ты врешь? люблю Ты врешь. Курут. Как- Очень вкусно. Как часто ты его ешь? Практически каждый день. По утрам. По утрам. Да, по утрам. Вместо- Я не чищу зубы. Чищу зубы с курутом. Я настоящий кыргызстанец. Кыргызстанец, отлично, кыргыз. Сказал, что чувствую себя чуть-чуть не очень. М. Я не привык. Это очень... У нас в Испании такие напитки нету. Поэтому...
А Трудно. что вы пьете в Испании? Салмореху. Сальмореху? Салмореху. Что это? Холодный томатный суп. Сок. Ну, у нас тоже есть томатный сок, кстати. Мы пьем томатный сок. Видишь лимузин? Тут вот тут свадьба проходит на лимузинах всегда. Ну, туда поедем. Да? Куда поедем? Давай. Тоже у нас будет свадьба на лимузине? Это... Или на Гелендвагене? На чем у нас будет Или свадьба? обычная лада. На Ладе, на Ниве. Отлично. Все, мы немножко поменяли локацию. Сейчас сидим на площади здесь, в Бишкеке. И мы поговорили про то, что тебе нравится и почему ты здесь так долго живешь. Но есть же какие-то такие моменты, которые тебе, наверное, неприятны или тебе не очень нравятся. Вот что бы ты отметил? Я заметил, что люди здесь иногда, не всегда, но иногда нервные. Нервные? Да, Мгм. нервные. Например, я играю в футбол очень часто. И там всегда драться. Дерутся, там всегда дерутся. дерутся. Мгм. И типа сразу есть Мгм. момент, который не знаю, что есть фол или что. Мгм, Ну, мгм. маленький момент, не очень важно, но сразу люди типа Начинают хотят, драться. Да. И, например, тоже, например, общественный транспорт. Мгм, да, общественный транспорт. люди тоже очень нервные, даже агрессивные, да. И, Есть такое. ну, или тоже на общественный транспорт, например, в Испании мы все говорим, типа, Да, разговариваем, мгм. есть, типа, шум, очень Очень шумно в да, общественном очень шумно. транспорте, да. И здесь все, типа, тихие. И если ты разговариваешь с кем-то, Все на тебя все смотрят. типа смотрят, типа, Да, что это делаешь, типа, и даже, типа, они, типа, нервные, да, Они потому нервничают что и я и начинают- разговариваю да. с тобой, например. Да, Ну, что, это не ваше дело, что плохо. Просто мы ездим, когда на автобусе с Ника, у нас часто, ну, мы всегда болтаем очень. Ну, не то, что я не могу сказать, что громко, но мы всегда, да, Ты чуть-чуть смеемся. Я прям, я очень смеешься. громко смеюсь. Да, я громко смеюсь. Поэтому, поэтому у меня, на нас постоянно смотрят вот так. Как Особенно будто бы бабушки. особенно бабушки, да, особенно пожилые люди. Ну, это такой момент постсоветский, наверное, что нельзя быть слишком счастливым. Так нельзя. Ты не можешь быть слишком Да, да. счастливым. Вот. Такой момент есть. Да, это, ну, не очень приятно, потому что, к примеру, если сравнивать даже с Европой, опять же таки, север-юг, мы сейчас берем только южную часть. Там намного более открытые люди. И когда ты заходишь в общественный транспорт, там просто такой шум-гам, и все общаются, ты можешь без проблем кого-то спросить, тебя нет вот этой агрессии, которая... Везде понятно, что есть агрессия во всех странах мира, но здесь ее как будто бы ты чувствуешь вот это напряжение постоянно, ну, лично вот у меня. Поэтому, да, есть такой момент. Ну, не всегда. Не Просто всегда, иногда но бывает. Ну, да. Более чем там, Мгм. по-моему. Ну, да. Ну, не так много, как в России, например. Мгм. Да, в России еще хуже. Да, намного. Это хуже, точно. Да. Ну, просто потому, что я из Испании, и в Испании мы очень спокойные люди. Типа, Мгм. все всегда улыбаемся, всегда очень открытые, мы смеемся на улице, даже с незнакомых. С незнакомыми людей. людьми, да. И поэтому здесь разница есть. Ну, люди после знакомства, они очень открыты тоже. Просто в Испании сразу, даже если ты никогда не познакомишься с кем-то, Мгм. сразу Там есть есть типа, этот- такое отношение. Да, я Да. понимаю. Есть такой момент, я тоже его заметила, что если здесь люди, к примеру, более закрытые в начале, когда ты с ними начинаешь только общаться, или когда ты только встретил человека, он может показаться таким очень скрытным, но в процессе общения, когда ты больше узнаешь человека, человек больше открывается тебе, и ты его узнаешь уже с другой стороны. Ну, да, вот Я есть заметил, такой что здесь люди очень интересные. Им интересно момент. Им интересно. говорить с иностранцами, потому что Мгм. все, которые я познакомлю, хотят знать о жизни в Европе, почему я здесь, как мне нравится и так далее. Все очень они спрашивают очень много. Да. А там в Европе, по-моему, мы Привыкли. что есть иностранцы, поэтому нам, наверное, типа все Всё равно, равно. все равно. А здесь Да. типа есть такой интерес, и Там- поэтому, ну,
это, ну, это хорошо, мне, конечно, нравится говорить с такими людьми. Потому что, да, там, наверное, в Европе привыкли, что очень много туристов и иммигрантов, кто приезжает и живет в Европе. Но здесь это такое большое, ну, довольно большая редкость, когда, наоборот, иностранцы переезжают сюда, и местным жителям просто интересно, что же так тебе здесь нравится, почему ты здесь остаешься уже так долго и живешь здесь так долго. Мы все пытаемся уехать отсюда, а ты, наоборот, сюда приезжаешь. Есть такое, типа, гордость, Мгм, да, гордость. да, у местных такой гордость, и хотят, типа, говорить о, не знаю, своей культуре, о своей еде и так далее со мной. Мгм. И хотят, ну так, как ты лагман, как ты плов, Как тебе- как ты наши, наши женщины и так далее. Как тебе наша женщина? Да, да, и поэтому все спрашивают так. Я, ну, конечно, я отвечаю, ну, мне нравится, вот такая классная, бла-бла-бла. В плане иммиграции вообще интересный момент того, что всем местным здесь кажется, что где-то там жизнь лучше, и за границей жизнь намного прекраснее, и уровень жизни выше, и там-то они точно заживут и будут жить классно. Но каждый раз, когда кто-то переезжает и проживает в этом месте длительный срок, в итоге понимают, что жизнь не настолько яркая и прекрасная, как в сказке, как они думали в начале. Вот что сказал, мне нравятся местные люди. Тебе нравится Хочу сказать entrepreneur, предприниматель? предприниматель. Вот такой у нас маленький предприниматель. Ему где-то лет, я не знаю сколько, лет 10 максимум. Такого в Европе не Нет, увидишь. нет. Там дети в это время спят уже, Да, да, вот, а здесь предпринимает. здесь работают. Там в Европе, что в отличное состояние, Мгм. так отличное, что невозможно даже трогать. Потому да, что, например, парк, например, ты не можешь садиться на траве, Ты не можешь сидеть на траве, на да. траве, а здесь да. А там все запрещено, потому что там это дорого. Это, ну, да, запрещено, потому что государство принимает, Как, что? takes care. Ну, потому что государство заботится об этих вещах, поэтому ты не можешь там посидеть на газоне, ты не можешь сорвать цветочек или... Знаете, такие моменты, к которым мы привыкли здесь, такого там, ну, просто... Знаешь, отличные, например, это маршрутки, например. Маршрутки. Мгм. Потому что там у нас нет маршрутка, потому что все работает. Типа у нас автобусы, но автобус только ездят Да. на свой маршрут. По своему маршруту, да. А маршрутке ты можешь остановиться где хочешь. Да, здесь у нас можно хоть где остановиться, не обязательно на остановке, ты можешь остановиться Да, где. да. Но это, кстати, создает огромное количество проблем. Поэтому Ну, это знаю, не да. очень... Есть проблемы, но тоже есть advantages. Ну, есть преимущества, преимущества, да. да? отлично. Ну, и, по-моему, здесь есть, типа, как баланс. Типа, работать, все работают под правилом, Мгм. и это уже неудобно. Неудобно. Ну, вот у меня, к примеру, тоже такое ощущение, когда я приезжаю в Европу, сначала кажется, что все так классно, все так идеально, но потом, через время, ты такой, ну, я хочу посидеть здесь, или я хочу сделать вот это, а это делать нельзя, и это наказуемо. И здесь как бы всем так немножко пофиг, такие, ну, делай, что хочешь. Поэтому это как бы... Другой, например, это наша квартира. Наша Например, квартира, у нас да. хозяин, который ему все равно Да. наша квартира. Он даже иногда забывает, где находится квартира. И из-за этого мы можем, я сам что изменил, the lights. Да, Это- ты повесил люстру, покрасил стены, да, то есть и он не заметит. арендодателю все равно нашему. А в Испании, например, у тебя есть контракт, и хозяин приходит, может быть, каждый месяц, Мгм. смотрит на все, типа, Да. и есть такие правила, ты не можешь это делать, ты не можешь, надо пообщаться, надо спросить разрешение и так далее. Чтобы снять квартиру там, нужно огромное количество документов, чтобы снять квартиру в Европе. Это ужас, потому что ты должен доказать, что у тебя есть деньги снимать эту квартиру, что все окей, ты никуда не уедешь, нужно какую-то историю свою банковскую показать. Все это нужно показать арендодателю. Здесь Даже вообще без контракта проблем. дают квартиру. Ну, да, просто без так. контракта просто ты можешь снять, и это вот Это в этих... удобно, это очень удобно. Это как простая жизнь. Да, А да. там очень так из-за правил все типа очень Строго, все да, очень непросто. строго. Да, Поэтому- стабильно, но строго.
Вот, поэтому очень такое рандомное сегодня видео у нас получилось. Я давно его хотела уже сделать. Вот, сегодня решили поговорить про, про жизнь здесь, про вообще, что нравится, что не нравится. Немножко поделились нашей жизнью с вами. Вот, поэтому, если вам понравилось это видео, не забывайте поддержать нас подпиской и лайком. Так что да, спасибо большое за просмотр и увидимся в новых видео. Пока-пока. Скажи пока-пока. Пока-пока.